Всем привет, меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Сегодня я хочу поговорить о полезных финансовых привычках. Первая полезная финансовая привычка – это вести личную финансовую статистику, а именно учет своих расходов. Не зная передвижения своих денежных средств, невозможно провести какую-либо аналитику своих финансов, поставить какие-то цели, заняться планированием. Учет своих расходов – это идет такой базовая привычка, базовый навык, который необходим уже для остальных шагов. Этой привычкой я уже обладаю. Я уже много лет веду учет расходов с помощью простой таблицы в Excel. Расходы можно учитывать с помощью таблицы в Excel на бумажном носителе, либо в телефоне, в любой удобной для вас форме. Самое главное, чтобы статистика велась и шли накопления данных, которые уже потом можно будет проанализировать и сделать какие-то выводы. Вторая полезная финансовая привычка относится к норме сбережений. Для себя я поставила такую цель, чтобы норма сбережений составляла 40% от получаемого дохода. К значению 40% я хочу выйти до конца этого года. Что относится к норме сбережений, то те деньги, которые у меня сберегаются, они у меня представлены в моем органайзере, в долгосрочных фондах. Это идет конверт инвестирования и конвертик подушка безопасности. Именно в этих двух конвертах происходит сохранение, накопление, а также перспективы приумножения тех денег, которые удастся сберечь. То есть это идут накопления на будущее. А именно вот эти два конверта, они позволят, когда мы выйдем на пенсию, поддерживать уровень жизни нашей семьи на привычном уровне. То есть норма сбережений у меня относит к конвертам инвестирования и подушка безопасности. Третья полезная финансовая привычка – это покупка активов. Она обеспечивается, вот он конверт инвестирования, портфель с ценными бумагами, и я ставлю такую цель – сформировать у себя привычку регулярно пополнять этот портфель. Следующая полезная финансовая привычка – это ставить финансовые цели. Например, моя последняя финансовая цель, которую я ставлю, это выйти на норму сбережений в 40%. То есть ставить конкретные финансовые цели и задавать сроки их выполнения. Выйти на норму сбережений 40% до конца этого года. Это большая цель. Я ее также разобью на более мелкие цели по месяцам. И уже на каждый месяц буду знать, сколько денежных средств мне нужно откладывать, чтобы к концу года выйти на достижение этой более глобальной цели. Следующая важная финансовая привычка – это оценивать достигнутый прогресс, то есть фиксировать свои успехи. Это необходимо для того, чтобы в момент, когда мотивация будет снижена, можно было взглянуть на уже достигнутый результат и получить подпитку положительными эмоциями, посмотреть на конкретные цифры, на те результаты, которых удалось достичь, и тем самым восстановить свою мотивацию и продолжить путь дальше. Шестая полезная финансовая привычка – это сократить свои расходы в тех областях, где это возможно. И в этом нам поможет вся та же личная финансовая статистика. Можно посмотреть, в какие моменты мы необдуманно расходуем денежные средства на те вещи, которые нам не нужны. Возможно, это какая-то небольшая булочка по пути на работу, либо шоколадка. То есть нерациональная трата ресурсов. Следующая полезная финансовая привычка – это обучение. Чтение разнообразных книг по финансам, просмотр лекций, а также общение с людьми, которым удалось достигнуть более высоких результатов, чем вам. То есть вдохновляться успехами других людей. Это очень важно и очень хорошо влияет на наше развитие. Следующая полезная финансовая привычка – это планирование покупок. Перед тем, как совершить крупную покупку, необходимо дать себе время на обдумывание. Изучить рынок, посмотреть все предложения и договориться с собой, подождать неделю либо 10 дней для того, чтобы понять, точно ли нам нужна эта покупка, а возможно за эти 10 дней удастся найти более выгодные предложения. И завершить сегодняшнюю подборку полезных привычек я хочу такой привычкой, как умение торговаться. Например, мне дается это очень тяжело, но иногда бывает достаточно просто спросить у продавца, предполагается ли скидка на данный товар, то есть не требуется каких-то дополнительных усилий, ораторских навыков, а просто банальный вопрос: а есть ли скидка на данный товар? И зачастую бывает то, что продавец предлагает скидку. А еще на привычку торговаться можно посмотреть под следующим углом: а что, если вы торгуетесь не за деньги, а за время? То самое время, которое вы потратите, чтобы заработать эти 500 либо 1000 рублей. И уже тогда процесс переговоров протекает совершенно под другим углом. Потому что не всем дано умение торговаться. Но это очень полезная и нужная финансовая привычка. Вот несколько этих финансовых полезных привычек позволят улучшить финансовое положение семьи.
Большое спасибо, что посмотрели мое видео. Желаю вам всего доброго и до встречи в следующих видео. Пока-пока!